Представьте себе эту завораживающую картину. Последние золотисто-оранжевые лучи солнца медленно и торжественно скользят по бескрайним, плавно волнующимся просторам Южноуральской степи. Они мягко освещают каждый холмик, каждую травинку этой древней величественной земли, словно прощаясь с ней до следующего дня. Еще совсем немного, и солнце скроется за низкой пологой горой на горизонте. И тогда над степью опустится густой, загадочный полумрак. Воздух, который весь день был сухим и прогретым, постепенно начинает остывать. Он наполняется густым, насыщенным, почти осязаемым ароматом полыни, чебреца, шалфея и других степных трав. Этот запах древний, как сама земля. Он пробуждает в душе какие-то очень глубокие первобытные воспоминания. На темнеющем небе одна за другой зажигаются звезды, и их становится так невероятно много, что кажется, будто весь небосвод усыпан сверкающими бриллиантами. Все вокруг замирает в абсолютной величественной тишине и покое, который можно почувствовать только в таких нетронутых, диких местах. Но пока последние косые лучи солнца еще ярко и контрастно выхватывают на поверхности древней степи нечто по-настоящему необыкновенное, огромные, идеально правильной формы земляные круги, частично заросшие травой. Они лежат здесь уже тысячи лет, словно оставленные гигантским циркулем самим временем. И в этот момент вас мгновенно охватывает ощущение великой тайны. Это чувство проникает глубоко в сознание, захватывает мысли и уже не отпускает. Мы участвовали в раскопках одного из самых грандиозных и значимых археологических открытий XX века — древнего арийского города Аркаим. Когда наша группа впервые отправлялась в эту экспедицию, мы еще даже не догадывались, какую невероятную встречу приготовила нам судьба. Мы не подозревали, что это путешествие приблизит нас к одной из самых глубоких и важных загадок не только нашей страны, но и всей человеческой цивилизации в целом. Эта поездка заставила нас совершенно по-новому взглянуть на древнейшую историю Руси, на происхождение и прошлое многих народов Евразии. Мы были поражены, насколько необычной, богатой и величественной оказывается эта история, о которой в обычных учебниках почти не упоминают. То, что мы увидели собственными глазами, услышали от ведущих ученых и почувствовали, находясь на этом священном месте, в буквальном смысле перевернуло наше мировоззрение. Многие привычные представления о прошлом рухнули, а на их месте появилось новое, гораздо более глубокое понимание. Эта экспедиция изменила не только наши взгляды, она изменила всю нашу дальнейшую жизнь. Именно поэтому наш двухсерийный документальный фильм мы назвали «Великая тайна Аркаима». И сегодня, в этом подробном аудиорассказе, мы вместе с вами очень внимательно и бережно прикоснемся к этой удивительной тайне. Южный Урал. Перед вами открывается бескрайняя степь, украшенная яркими зелеными островками березовых рощ. Местами виднеются скалистые горы, которые за многие миллионы лет под действием ветра, дождя и времени превратились в пологие плавные холмы. Так было тысячи лет назад. Так остается и по сей день. Время здесь течет по каким-то своим особым законам. Еще с 1952 года, благодаря аэрофотосъемке, а позднее и спутниковым снимкам, ученые начали получать изображения нескольких странных, четко выделяющихся на поверхности степи кругов. Их искусственное происхождение не вызывало никаких сомнений. Однако никто не мог с уверенностью сказать, что это такое. Загадочные круги продолжали хранить свою тайну. В те годы в научном мире, а также среди исследователей древних учений и оккультных традиций, разгорались жаркие споры. Где же следует искать прародину индоевропейских народов? Где находился тот самый древний исток, из которого вышли многие народы Европы, Индии, Персии и значительной части Азии? Уже давно стало очевидно, что у этих, на первый взгляд, таких разных народов когда-то был общий источник. Загадочный древний народ, которого принято называть праиндоевропейцами или ариями. Ученые тщательно изучали древние тексты, легенды, мифы и предания. Снаряжались экспедиции на Урал, Алтай, в Сибирь и на Тибет.
Многие мечтали найти материальные следы той легендарной страны, где обитала белая арийская раса, носительница высоких знаний и древней культуры. Люди во все времена стремились к глубокому пониманию своих корней. Они жаждали прикоснуться к тому частично утраченному сакральному знанию, которым в совершенстве владели древние арии. Как это часто бывает в истории, все по-настоящему великое приходит неожиданно и, как правило, именно оттуда, откуда меньше всего ожидаешь. В 1987 году долину, где находился Аркаим, планировали затопить для создания крупного водохранилища, которое должно было орошать засушливые степи. Именно в сердце этой долины и располагались те самые загадочные земляные круги. Археологам дали очень короткий срок, всего 1 год, чтобы провести разведку и понять, есть ли здесь что-то ценное. Но уже после первых же шурфов и раскопок стало абсолютно ясно — это не просто находка. Это настоящая сенсация мирового масштаба. Сразу же началась настоящая борьба за спасение Аркаима. Именно так назвали останки этого величественного древнего города. Оказалось, что перед учеными следы поселения той самой легендарной арийской цивилизации, возраст которой составляет почти 4000 лет. На защиту Аркаима поднялась вся прогрессивная общественность, ученые, журналисты, простые люди. Руководитель Уральской археологической экспедиции, кандидат исторических наук Геннадий Борисович Зданович отправился в Москву. Рискуя своей научной карьерой и репутацией, он добивался прекращения строительства уже почти готовой плотины на реке Большая Караганка. Как вспоминает сам Геннадий Борисович, произошло поистине чудо. Многомиллионный государственный проект был остановлен ради сохранения археологического памятника. Это было настоящее вмешательство высших сил, вмешательство судьбы. Так было нужно. Круги на земле. Если вам посчастливится пролететь над Аркаимом на вертолете, у вас буквально перехватит дыхание от открывшегося вида. 2 огромных, идеальных концентрических круга четко вырисовываются на ровной поверхности степи. Чувство удивления, восхищения и трепетного ожидания встречи с древней тайной переполняет вас. 40 веков, 4000 лет. Это время, когда, по древним легендам, боги еще ходили среди людей, а мир был наполнен магией и гармонией. Давайте же вместе внимательно и подробно рассмотрим этот удивительный древний город. По словам Геннадия Борисовича Здановича, архитектура Аркаима по своей сложности ничуть не уступает знаменитым сооружениям Крита. Дата строительства примерно от XVIII до XVII века до нашей эры. Это делает Аркаим современником крито-микенской цивилизации и Среднего царства Древнего Египта. Это очень глубокая древность. Без всяких сомнений, жители Аркаима — индоевропейцы, представители одной из самых ранних индоевропейских цивилизаций. Более конкретно, это, по всей видимости, одно из важнейших звеньев индоиранской ветви. Именно та культурная и духовная среда, которую мы имеем полное право называть арийской. Это мир священных текстов Авесты и Вед, самых древних пластов индийской и иранской традиции. Это исток, это самое начало европейской философии, науки и культуры в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Аркаим был уникальным сооружением. Это был не просто город в привычном понимании. Это одновременно был храм, крепость и высокоточная астрономическая обсерватория. Город имел форму почти идеального круга диаметром около 160 метров. Снаружи его окружал 2-метровый обводной ров, который в древности заполнялся водой. Внешняя оборонительная стена была поистине монументальной. При высоте около 5,5 метра она достигала ширины 5 метров. В этой мощной стене было предусмотрено 4 входа. Самый главный, широкий, располагался на юго-западе. 3 других, чуть меньшего размера, находились на противоположных сторонах. Попадая в город через любой из входов, вы сразу оказываетесь на единственной широкой кольцевой улице шириной около 5 метров. Эта улица четко отделяла дома внешнего кольца, примыкающие к внешней стене, от внутреннего кольца укреплений. Улица была искусно вымощена деревянными бревнами.
Под этим настилом по всей ее длине проходила двухметровая дренажная канава, которая соединялась с внешним обводным рвом. Таким образом, древние строители создали продуманную систему ливневой канализации. Вода, просачиваясь сквозь деревянный настил, попадала в канаву и затем отводилась наружу. Все обнаруженные 35 жилищ внешнего круга, словно дольки апельсина или лучами солнца, выходили своими дверями на эту главную кольцевую улицу. Далее взгляд упирается в загадочное и еще более массивное внутреннее кольцо стены. Эта стена была поистине неприступной. При ширине 3 метра она поднималась на высоту до 7 метров. Согласно результатам раскопок, в ней был только один небольшой проход на юго-востоке. Таким образом, 25 внутренних жилищ оказывались практически полностью изолированными от внешнего мира высокой и толстой стеной. Чтобы попасть во внутреннее кольцо, человеку нужно было пройти почти весь круг по главной улице. Этот путь был не случайным. Он имел глубокий символический смысл. Входящий словно повторял ежедневный путь солнца по небосводу. Скорее всего, во внутреннем, хорошо защищенном круге жили те люди, которые обладали особыми знаниями и сакральной властью. Знаниями, которые даже своим соплеменникам, живущим во внешнем кольце, показывать было не положено, не говоря уже о чужаках. В самом центре города располагалась почти квадратная площадь размером примерно 25 на 27 метров. Судя по расположению и следам древних костров, здесь проводились какие-то важные ритуалы и таинства. Если посмотреть на план Аркаима сверху, мы увидим классическую древнюю мандалу — квадрат, вписанный в круг. В древних космогонических представлениях круг символизировал Вселенную, а квадрат — наш материальный мир — Землю. Древние мудрецы, прекрасно понимавшие устройство космоса, при строительстве города словно заново воссоздавали модель Вселенной в миниатюре. Особенно поражает высокий инженерный и научный уровень древних строителей. Аркаим возводился по заранее тщательно продуманному единому плану, как сложнейший комплекс. При этом вся конструкция была ориентирована на астрономические объекты с поразительной точностью. 4 входа во внешней стене образуют характерный рисунок свастики, причем правильной свастики, направленной по ходу движения Солнца. Свастика — один из самых древних и важных сакральных символов человечества. Она известна еще с Верхнего Палеолита и встречается у самых разных народов. В Индии, на Древней Руси, в Китае, Египте, даже в Центральной Америке у майя. Слово «свастика» в переводе с санскрита означает «связанное с благом» или «приносящее удачу». Правильная свастика символизировала солнце, свет, созидание, удачу и процветание. Обратная свастика означала ночь, тьму и разрушение. Древние люди воспринимали обе свастики в единстве, как естественный порядок вещей. День сменяет ночь, жизнь сменяет смерть, свет сменяет тьму. Это очень похоже на философскую концепцию инь и ян. К сожалению, в XX веке этот древний солнечный символ был грубо извращен и использован в идеологии нацизма в обратном виде, как символ разрушения. Но в древности никакого плохого или хорошего варианта не существовало. Они воспринимались как две стороны одной реальности. Каждый новый сезон раскопок приносил археологам новые удивительные открытия. У входа в город были обнаружены сложные лабиринты ловушки. Внутри внешней стены оказалось множество скрытых переходов. А по крышам домов проходила еще одна, верхняя улица, по которой, как оказалось, могли свободно проезжать боевые и ритуальные колесницы. Город был полностью построен из дерева и сырцового кирпича, сделанного из смеси соломы, земли и навоза. Огромные стены состояли из деревянных срубов, заполненных такой кладкой. Причем кирпичи, которыми облицовывали внешнюю сторону стен, были специально сделаны разных природных оттенков. Благодаря этому Аркаим снаружи выглядел очень красиво, торжественно и празднично, с высокими привратными башнями, горящими огнями и сакральными узорами на фасадах. В каждом жилище был продуман водосток в прихожей, ведущий в главную канаву. Древние арии имели настоящую канализацию. Кроме того, в каждом доме находился колодец, печь и специальное куполообразное хранилище. Из колодца выше уровня воды отходили 2 земляные трубы,
Одна вела к печи, вторая — к хранилищу. Гениальность этого решения поражает даже современных инженеров. Прохладный воздух из колодца создавал в печи такую мощную естественную тягу, что древние кузнецы могли плавить бронзу без использования мехов. Вторая труба превращала хранилище в настоящий древний холодильник. Продукты в нем сохранялись значительно дольше. Аркаим — обсерватория древних ариев. Особый интерес представляют исследования известного российского астроархеолога Константина Константиновича Быструшкина, который в 1990-1991 годах детально изучал Аркаим именно как астрономический комплекс. По его словам, Аркаим — это сооружение не просто сложное, а по-настоящему изощренно сложное. При анализе плана сразу бросается в глаза поразительное сходство с легендарным Стоунхенджем в Англии. Совпадает даже один из ключевых радиусов — 43,2 метра. И Аркаим, и Стоунхендж расположены практически на одной географической широте и в похожих чашеобразных долинах. Астрономические расчеты Быструшкина позволили состарить Аркаим еще примерно на 1000 лет, до 28 века до нашей эры. Аркаим оказался при горизонтной обсерватории высочайшего класса. Древние наблюдатели фиксировали точные моменты восхода и захода Солнца и Луны за линию горизонта. Всего на стенах-кругах можно было отмечать 18 важнейших астрономических событий, 6 солнечных и 12 лунных, включая циклы высокой и низкой Луны. Для сравнения, в Стоунхендже удалось выделить только 15 подобных событий. Были обнаружены и другие удивительные закономерности. Аркаимская единица измерения длины составляла 80 сантиметров. Смещение центра внутреннего круга относительно внешнего точно соответствовало наклону лунной орбиты. Внешний круг, по всей видимости, был посвящен Луне, а внутренний — Солнцу. Есть даже данные, указывающие на учет прецессии земной оси. Это уже уровень высшей астрономии. Свидетельствуют Авеста и Ригведа. Очень ценные комментарии дал профессор Иван Михайлович Стеблин-Каменский, известный переводчик Авесты на русский язык. В одном из разделов Авесты, «Виде в дате», рассказывается, как первый царь иранцев Йима, по велению Ахура Мазды, строит специальный город для спасения людей и скота от катастрофических снегопадов и наводнений. Город строился из земли, которую топтали пятками и мяли руками. Именно такая технология земляной архитектуры с деревянным каркасом применялась в Аркаиме. Грунтовые кирпичи Аркаима служили примерно от 200 до 300 лет, ровно столько, сколько просуществовал сам город. Это очень достойный срок даже по современным меркам. На дне колодцев археологи нашли тщательно закрепленные березовыми колышками обожженные кости животных — копыта, лопатки и нижние челюсти лошадей и коров. Это оказалось прямой иллюстрацией древнего индоевропейского мифа о рождении бога огня Агни из воды. Жертвоприношение в воде рождало священный огонь, способный плавить металл. Кто были жители Аркаима? Давайте проследим путь этого народа от конца к истоку. На рубеже 3-го и 2-го тысячелетий до нашей эры арийские племена пришли с севера в Индию. Высокие, светлокожие и голубоглазые люди принесли с собой священную Ригведу, одну из древнейших книг человечества. Они быстро заняли высшее положение в обществе благодаря своим знаниям и технологиям. Именно с приходом ариев связано появление касты брахманов. Аналогичная картина наблюдается и в Древней Персии, где примерно в это же время расцветает зороастризм — светлое, жизнеутверждающее учение пророка Заратуштры. И Авеста, и Веды однозначно указывают на северное происхождение арийского народа — страну Арианам Вайджа. В описаниях этой земли упоминаются бобры, северные деревья, а также полярные явления. У богов один день и одна ночь равны году. Профессор Стеблин-Каменский подчеркивает, мифы о расширении Земли на юг и названия сторон света — юг — передний, север — задний — ясно говорят о том, что миграция арийских племен шла с севера на юг. Южный Урал стал одним из важных этапов этого великого пути. Здесь арии жили примерно от 200 до 300 лет.
Позже археологи обнаружили в этом регионе около 20 подобных укрепленных поселений. Вся эта территория получила название «Страна городов». Возможно, именно отсюда вышли предки шумерской цивилизации — легендарная Аррата. Истоки Древней Руси. В 1919 году, в разгар гражданской войны, офицер Изенбек нашел в одной из разоренных усадеб древние деревянные таблички с неизвестными письменами. Позже выяснилось, что это знаменитая Велесова книга. Написанная новгородскими волхвами в IX веке, она описывает события огромной древности, рубежа III и II тысячелетий до нашей эры. В ней прямо говорится: «Мы пришли из края зеленого, а до этого были отцы наши на берегах моря, у Ра-реки. Мы сами арии и пришли из земли арийской». Ра — древнее название Волги. Теперь становится понятно, почему русский язык и санскрит имеют такое поразительное сходство не только в отдельных словах, но и в структуре, грамматике, стиле. Почему так похожи русские и индийские народные орнаменты, сказания и традиции? В Велесовой книге мы находим упоминание Индры, главного божества Ригведы. Древнерусские волхвы бережно хранили и передавали знания Вед и Авесты. Южный Урал, Древняя Русь, Персия, Индия — вот главная сцена великих событий человеческой истории. Величественные руины Аркаима рассказывают нам об этом гораздо красноречивее любых слов. Впереди нас ждет третье тысячелетие. Оно, несомненно, принесет новое открытие, поможет приоткрыть завесу над тайнами Даарии, Атлантиды и Великой Ассии. Но самое главное, оно приблизит нас к пониманию самих себя. Ведь древняя мудрость гласит: «Человек, познай себя, и ты познаешь весь мир и богов».